Если вы когда-нибудь задумывались о том, зачем я купил ту или иную вещь, то это видео для вас. Я расскажу о вещах, которые не стоит покупать, поговорю о спонтанных покупках. Я выступаю за более осознанные покупки, это касается и одежды. Я за то, чтобы выстраивать гардероб вокруг человека. Я периодически перебираю свой гардероб, чтобы знать, что у меня есть, помнить, что у меня есть. У меня очень много одежды, и также есть склонность к шопоголизму. Ну, а я для себя вывела некий род правил при покупке вещей. Во-первых, я, зная то, что у меня есть в гардеробе, уже иду в магазин со знанием дела. То есть я делаю себе список, например, того, что мне стоит купить, что не стоит покупать. Но это в первую очередь. Также касается и каких-то дропов. Я тоже склонна очень много такого покупать. Но, например, я даю, если это не дроп какой-нибудь лимитированный, который срочно надо купить, обычно я, например, прихожу в магазин, смотрю эту вещь, потом такая: ладно, надо временно подумать. Даю себе временно подумать. Если там я хожу по торговому центру, и эта вещь, ну, все же еще как-то у меня откликается, я иду ее и покупаю. Так что у меня есть и спонтанные покупки, но всегда я себе задаю вопрос: мне действительно нужна эта вещь, либо нет? Я себе, скажем так, пытаюсь сделать список за и список против. Знаю то, что у меня и так есть в гардеробе, и чаще всего я не беру эту вещь. То есть я сама себе отговариваю, давая себе временно подумать, как-то осознать это, и большая часть покупок не происходит. Путем смешения таких вот приемов у меня получается, скажем так, контролировать, балансировать. Конечно, мало кто хочет тратить свои кровные на очередные вещи, если они вам не сильно нужны. Давайте я приведу ряд примеров, при которых нужно себя держать в узде и не тратить свои кровно заработанные. Во-первых, это трендовые вещи. Если вы не увлекаетесь, скажем так, модой, гипер какое-то увлечение модой, не надо гнаться за трендовыми вещами, потому что нужно, скажем так, либо иметь базовые вещи какие-нибудь для себя, можно иметь вещи, какие-то вкрапления модных вещей, но эти вещи должны вам идти. То есть если вы купите трендовую вещь, ну, максимум один раз наденете на себя, и, скорее всего, она будет грузом лежать у вас в гардеробе. И этим все и закончится. Если вы купите трендовую вещь, которая вам идет, которая вы такие самими собой посоветуетесь, вы действительно это хотите, вы действительно вам это идет, то в таким случаем лучше это покупать. Но тоже надо смотреть на то, что у вас есть уже в гардеробе. Если это 33-я юбка одинакового фасона, цвета, и все, я думаю, нужно отказаться от покупки. Во-вторых, это покупки, связанные с навязыванием общества, вашего окружения. Например, это покупки вместе с подругами, потому что вам подруга может говорить: вау, это хорошо, красиво на вас смотрится. На самом деле эти вещи вам не идут. Поэтому я, например, предпочитаю в одиночку ходить с одеждой, потому что многие люди не знают, что вам идет, и просто навязывают таким образом советы. А также касается и одежды, которая навязана обществом, потому что вы можете быть в каком-то коллективе, там, не знаю, все ходят в какой-то классике, хотя нет дресс-кода, и вы как-то на подсознательном, что ли, уровне не к себе прислушиваетесь, а к подсознанию, и также одеваете классику. Но вам она, например, не нравится. Тоже очень странно. И у вас гардероб захламляется теми вещами, которые, ну, вам не нравятся просто. И вы со временем даже их перестанете носить. А также касается и влияния соцсетей, сюда же можно отнести, потому что соцсети нам навязывают внешний вид, какие-то эстетики, также коры, всякие стили. И вы хотите, не знаю, быть участником этого, но тут тоже надо понимать, вы хотите вот постоянно быть или просто тупо попробовать.
Если хотите что-то попробовать, можете просто пособирать луки условно в магазине, просто примерить их на себя и не покупать их. Потому что, просто примерить это образ на себя, сфоткать в примерочной и хватит. Не надо тратить деньги, потому что я знаю, это можно купить, и это в гардеробе будет валяться. Все, вы больше это не наденете никогда. Третье, скажем так, что я отметила, это, скажем так, вещи мечты. Вы хотите какую-то брендовую вещь, она стоит несусветных каких-то денег. В идеале, если вы эту вещь найдете аналог в масс-маркете, но если такого не получается, то вы покупаете аналог, который выглядит не так. И на подсознании вы понимаете, что это выглядит не так, и большая часть таких вещей оседают в гардеробе, и также пылится, и ничего с этим невозможно делать, потому что вы мозгами понимаете, но все-таки это не то, что я хотел. Также, скажем так, еще одним аспектом можно выделить неправильный выбор размера, потому что у разных брендов разные размерные сетки, даже если они пишут, что один размер, на самом деле разная размерная сетка. Если вы, например, мерили одежду, вы понимаете, что у разных брендов разные посадки, разные размеры чувствуют, условно у вас там 44 или 42, 42, к примеру. 42 в одном, условно, бренде сидит классно, вау, а в другом не очень. Это специфика производственная, скажем так, и это нормально. Поэтому тут надо еще смотреть посадку, чтобы вам все это хорошо на вас сидело, смотреть размер. Это не касается вещей, например, оверсайз каких-то. Вещей, которые, например, у вас 42 размер, и вещь не предусматривает оверсайз, но вы берете на размер больше. Или, как вариант, я частенько таким промышляю, потому что, мне нравится, как это выглядит. Конечно, когда у вас уже встала проблема с захламлением гардероба, скажем так, нужно его очистить и начать с какого-то чистого листа. Скорее всего, вещи какие-нибудь вы оставите, которые будете носить, и уже на эти оставленные вещи уже наслаивать что-нибудь другое, что действительно вам нужно. Конечно, от спонтанных покупок мы никуда не уйдем, но их можно хотя бы минимизировать, чтобы сохранить свои денежки. На этом все. Спасибо, что были со мной. Прошу поддержать это видео лайком, а лучше подписаться, чтобы не пропускать следующие мои видео.